Всем привет! Это канал Scale Journal, и сегодня видео первая часть совместного проекта постройки королевского тигра, в которой я покажу выбранный прототип и то, что я уже начал делать. Кто не смотрел объявление об этой стройке, его можно посмотреть, перейдя по ссылке на экране. Итак, теперь о прототипе. Я выбрал машину с номером 502 из состава 501-го тяжелого танкового батальона, которая была захвачена бойцами 53-й гвардейской танковой бригады в августе 1944 года на Сандомирском плацдарме. Танк попал в руки советских солдат в исправном состоянии, заправленным и с полным боекомплектом. Я планирую сделать танк в том виде, как его бросили немцы. Декали с надписями, скорее всего, я наносить не буду. Вот, это основное фото с прототипом. В конце видео будет еще небольшое слайд-шоу с фотографиями, которые мне удалось найти в интернете. Если у вас есть дополнительные фотографии или материалы по этому танку с номером 502, добро пожаловать в комментарии этого видео. Пишите, скидывайте ссылки, заранее благодарен. Любые фотографии с этим танком будут полезны в моей стройке. Забыл сказать, эта серия видео будет выходить в новом формате, без всех подробностей, только основные этапы и то, на что, по моему мнению, стоит обратить внимание. Старый формат видео с канала не пропадает. И скоро начнется новая подробная стройка. Следите за каналом, чтобы не пропустить. Ну а теперь я покажу, что я начал делать и на что я обратил внимание. Начал делать по инструкции, отделил верхнюю и заднюю часть корпуса слитников, зачистил их и подготовил к склеиванию. Еще в инструкции указано, что нужно срезать пластиковый выступ на верхней части корпуса. Надо бы об этом будет не забыть. Также в первый вечер я зачистил и собрал без клея катки. Проблем с катками никаких не возникло. Облоя нет, потребовалось лишь убрать следы от питателей. Далее детали D1 и D2. Стыкуются они с корпусом без проблем, но на них видны следы от толкателей. Хотя, возможно, после установки ведущей звездочки их будет не видно. Проверим. Следующее, что сделал, это подготовил балансиры. Когда я делал обзор, я не заметил на них ничего подозрительного. А вот когда дошло дело их обрабатывать, на них оказался достаточно заметный шов от пресс-форм, который я убрал. Хотя опять же, его будет не видно за катками, и можно было этого не делать. Инструкция предлагает выравнивать балансиры по линейке. Я не совсем понял зачем, так как они вставляются в пазы и держатся на первый взгляд ровно. Возможно, кто-то уже собирал эту модель и знает, в чем подвох. Если так, отпишитесь в комментарии. Это все, что я успел сделать за первый вечер. В следующий раз дособираю катки и ведущие звездочки. Начну обрабатывать наборные гусеницы и далее по инструкции. Теперь обещанные фото прототипа. Не забывайте заходить на канал Энди и следить за его стройкой. Через некоторое время он тоже начнет собирать эту модель. И еще. Хотел попросить вас отписаться в комментариях по поводу нового формата. Что вы думаете и будет ли вам интересна стройка в таком виде? Обязательно пишите, возможно, по ходу стройки будет меняться и формат благодаря вашим отзывам. На этом все. Спасибо за просмотр. Пока.